Здравствуйте, мои дорогие зрители! Приветствую вас на моем канале. Вы знаете, сейчас хочу предложить вам гадание. Давайте мы посмотрим, чему быть, чего не миновать. Посмотрим, какие события, на пороге каких событий вы сейчас находитесь. Возможно, какие-то подсказочки важные для вас вы получите благодаря этому гаданию. Прежде чем мы его начнем, я, конечно, сделаю сигнификацию сейчас. Итак, в каких вы сейчас энергиях, о чем думаете, что чувствуете, что происходит, либо что происходило недавно. Так. Угу. Но здесь однозначно показаны какие-то отношения с мужчиной. Мужчина может быть вдалеке сейчас, либо в принципе сам издалека. Возможно, показаны очень счастливые отношения, когда вы были счастливы точно с этим человеком, то, что он появился в вашей жизни. Но сейчас вышла карта распутья, раздорожья. То есть кто-то, возможно, стоит сейчас на выборе. Либо вы, либо этот мужчина. Что-то произошло на самом деле. Потому что нужно думать. Либо, дорогие мои, может быть, вы думаете, к этому мужчине вы хотите поехать, да, какой дорогой поехать, этой либо этой, и вообще как дальше двигаться, да, что дальше делать. Вот какие-то есть размышления по поводу мужчины. Так, вот он, собственно, персона у нас здесь. О, мужчина и женщина. Смотрите, женщина отвернулась от мужчины, и молчит. По карте гроба молчит. Что я вам хочу сказать? Действительно, происходят какие-то события. Либо вы расстались с кем-то, либо сейчас на паузе находитесь. Потому что все-таки даже карта раздорожья, она говорит о том, что вы выбираете этот путь. Вы его еще, скорее всего, не выбрали. Так, ну, у кого-то такая история. Кстати, по вот этой карте, да, метла и кнут, как будто вы уже сталкивались с такой ситуацией. Вот что-то, то, что сейчас происходит, уже в вашей жизни было. Либо с этим мужчиной, либо с другим. Но как будто вы такое что-то уже переживали. Так. Вы знаете, у вас на пороге стоит новый мужчина. Вот что я вижу. Видите вы его, либо еще не видите. Может, вы уже его и приметили. Но он точно стоит. Вот он, новый мужчина идет. Такой, о котором вы мечтали. Такой, какого бы вам хотелось. И это как-то связано, смотрите, с работой, либо с дальней дорогой. Либо, дорогие мои, конечно, это может быть и интернет. Может быть, вполне. Потому что это огромная площадка для знакомств. Может быть и так. Это знакомство, этот человек в вашу жизнь зайдет надолго. То есть это не мимолетное что-то. Ну, если вы сейчас на выборе, может быть, с тем мужчиной что-то у вас не срослось, да? Может быть, он повел себя как-то некрасиво. Почему вы отвернулись от него на самом деле? Что-то повторилось в вашей жизни, как бы. Может, выбор неправильный сделали, не тот мужчина рядом с вами был, да, ну вот новый какой-то, может, вы, говорю, уже знаете его, может быть, еще не знаете. Так, идем дальше. Ну что ж, давайте посмотрим на вот этой замечательной колоде, посмотрим, что дальше будет, потому что вижу я, что грядут перемены. Будете принимать какое-то решение. Если в вашей жизни расставание давно произошло, то, возможно, просто показано, что вы долго этого человека, тем не менее, держали в своем сердце, помнили о нем. Возможно, это не давало новому человеку войти в вашу жизнь, да? И здесь, наконец-то, вы тогда примите правильное решение и позволите новому человеку, новым чувствам войти в вашу жизнь. Итак, мы начинаем. Так. Угу. Вы как будто вот на пороге какого-то принятия решения после долгого раздумья. Возможно, какой-то человек предложит вам: давай встретимся,
парой заходит, хочет с вами парой быть, а вы в размышлении. Опять же, может быть, вы боитесь опять же наступить на те же грабли. Допустим, если один раз не повезло с человеком, с мужчиной, да, второй раз, может быть, опять какие-то вот похожие как-то отношения, похоже сложилось. И теперь страхи. И теперь вот вы боитесь как-то действовать. Вот вы размышляете обо всем, что было, вы боитесь наступить на те же грабли. Вот что я смотрю. Но желание у вас к этому человеку откликнуться есть и будет. Есть и будет. Вот они. Невзирая на все ваши какие-то сопротивления и размышления, вы видите, представляете себе, фантазируете себе, как эта встреча будет, да. Может быть, мужчину вы этого еще не встретили, а только в себе представляете, да, какого вы хотите человека встретить. Здесь идут мысли о паре, о том, что вам пора и хочется быть в паре с достойным человеком. Двойка кубковая идет и девятка кубковая. Вот вы размышляете, да, о вашем мужчине. Тот, который будет вас достоин, и какие у вас будут отношения. Девятка кубковая – это карта любви, отношений, гармонии, ласки, нежности, интима, конечно. Первая же линейка вот уже говорит о том, что вы все-таки на пороге. И, как сказать, не отвертитесь. Даже если у вас есть страхи, что вы опять куда-то влезете, опять не того человека полюбите, да, то какой-то человек все равно стремительно новый в вашу жизнь, видите, заходит. Опять у нас тут про любовь. Вы видите? Угу. Итак, мужчина, который заходит в вашу жизнь, чтобы сделать вас счастливой, чтобы самому стать счастливым рядом с вами, естественно, да? Мужчины тоже не приходят просто быть добрыми волшебниками. Они хотят взаимности, они хотят счастья, они хотят гармонии. Кстати, хочу сказать вам, девчоночки, есть такая истина прописная, что не только красавицам дается счастье в любви. Это для тех, девочки, я говорю слова, кто не считает себя красивой и привлекательной. Мужчина любит свое состояние рядом с женщиной. То есть все равно, какой бы вы ни воспринимали себя, да, вы женщина, вы притяжение для мужчины, и вы можете создать такую атмосферу, из которой не захочет мужчина уходить, где ему будет настолько комфортно, что он просто не захочет никогда потерять вот эту энергию, которую вы транслируете и даете ему. Почему это говорю? Потому что часто в комментариях мне пишут вот такие слова, да, что не везет, потому что то не так или это не так. Девочки, верьте в себя. Вы женщина, вы притягательны и для мужчины, да, ведите себя уверенно. Мужчина, тем более, мы часто себе недооцениваем на самом деле, да. Согласитесь, вот посмотреть фотографии, когда мы юные, да, а какие мы красавицы все. А в юности казалось и то не так, и это не так, правда же? Поэтому, итак, сосредоточимся дальше на гадании. Прошу прощения за отступление, дорогие мои. Мужчина заходит в вашу жизнь, кубковый король, с любовью, едет, уже седлает коня. Пентаклевый рыцарь, знаете, о чем говорит? Ну, это вообще-то немножко медленная дорога, да? Пентаклевый рыцарь – это как бы не быстро. То есть, если вы только, нравится вам какой-то мужчина, значит, не завтра будете вы в паре, какой-то промежуток времени пройдет. Либо, в принципе, показано, что через какое-то время состоится это знакомство. Зато мужчина какой будет замечательный, девчоночки? Кубковый король. Чувственный и чувствительный, романтичный. То есть он в жизни может быть очень даже жестким. Там, на работе, в делах, с друзьями. Но с вами он будет очень нежным. Вы его, видите, очаруете. Здесь вышла карта у нас старший аркан. Влюбленная. Держите вы друг друга за руку. Поэтому не расстраивайтесь, не разочаровывайтесь. Если сейчас нет мужчины, обязательно вот он идет в вашу жизнь. Давайте немножко о нем тогда спросим, да? Что о нем расскажут карты? Надо же нам об этом узнать. Что в его жизни происходит, да? Что происходило? Так. Он сейчас на пороге нового пути. Видите, вышел у нас нулевой аркан, новый путь. То есть человек с чем-то, что было, скажем так, скорее всего, расстался с какой-то предыдущей дамой, правильно? Потому что, все мы в парах, мужчины вообще долго не могут быть одни, мы это знаем прекрасно. Но он выходит на новую дорогу, поэтому с кем-то расстался не так давно. Итак, по мечевому рыцарю, дорогие мои, есть какая-то скорость
в его личной жизни. То есть, может, он в дороге сейчас, куда-то едет. Либо вот какие-то срочные, скорые события в его жизни происходят именно с тем, что он выходит на новый путь. Ну, по большому счету, если человек был в паре, то, возможно, какое-то быстрое расставание, знаете, резкое. Что уж там произошло, да, или там развод, собственно говоря. Паж кубковый говорит о том, что его сердце все равно осталось мягким. То есть он... как вам сказать, ну не обозлился на целый мир, если там ему попалась какая-то не та женщина. Человек остается, видите, с пажом кубковым, то есть нежным, искренним, человеком, которому можно доверять. Также по пажу можем сказать, что, может быть, он вышел из отношений, в которых есть ребенок, или его ребенок, или был, общий был ребенок, да, либо ребенок женщины, так тоже может быть. Мужчины, когда растят детей, даже не своих, они же все равно привязываются, правильно же? Все люди, у всех есть душа. Дальше о нем еще посмотрим, давайте. В его жизни что происходит? Центральное место, видите, мечи. Снова здесь у нас показано, смотрите, здесь расставание идет. Вот он расстается сейчас с женщиной, потому что по семерке пентаклей, вы знаете, какие-то были долгие ожидания. Может быть, долгое ожидание, что наконец-то люди поладят, найдут взаимопонимание. Да, но по большому счету такое ощущение, что он просто как снимает розовые очки. То есть здесь разочарование идет, по большому счету разочарование. То есть во что-то верил, на что-то надеялся, что как-то оно будет хорошо все, но так дело не пошло. То есть человек выходит сейчас из каких-то отношений. Дальше о нем что еще? Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Так, там треугольник был, скорее всего. Смотрите, треугольник, который тяжело закончился. Вот кто-то мне сейчас напишет, если, мол, мужчина был такой хороший, откуда этот треугольнику взяться? Дорогие мои, давайте посмотрим правде в глаза. Но женщины тоже разные, да? Для кого-то самое главное – мужчина, семья, дети. Кто-то чувствует себя еще не выгулянным, знаете, и хочется гулять, гулять и гулять. Кто-то ищет мужчину вообще себе, потому что там поддержка есть, опора и материальный какой-то статус и так далее. Вариантов полно. Женщины тоже попадаются разные. Здесь как треугольник как будто был, который, конечно, ему принес боль, понимаете, девятка мечевая. Поэтому, но тем не менее, видите, он выходит из этих отношений, но он настроен все равно дальше, что он найдет и встретит свое счастье. Скажем так, эта женщина одна ему не испортила целую жизнь. Что еще в его жизни происходит? Хочу уже не про любовь, а так, про работу. Так, про работу. Смотрите. Во-первых, работа. Я спросила о работе. И сразу вышла карта у нас справедливости, а это у нас что? Юриспруденция. То есть, возможно, человек юрист, либо адвокат, либо дает какие-то советы людям, например, психолог, да? Потому что здесь вот, опять же, вышла тройка кубковая. Это люди, 3 человека и больше. То есть люди обращаются к нему для того, чтобы получить какой-то совет. И это может быть любой человек, который помогает в чем-то другим людям. Так, дальше что? Карта звезда. Скажу так, о своей профессии он мечтал, она ему подходит, он там полностью реализуется, он доволен. Именно он работает с людьми и какую-то дает им помощь. Так, весы. Весы. Может быть, он вообще, дорогие мои, например, тренер, да? Или диетолог, который помогает человеку прийти в норму свою весовую. Поэтому тут большой простор для размышлений. Что еще о нем? Давайте посмотрим. Именно уже не про там его прошлое, а вот в принципе, как он живет. Так. Здесь мне нравится, по крайней мере, результат его борьбы. Он будет доволен. В чем-то происходит у него в жизни какая-то борьба. Причем он почему-то не может использовать все свои
аргументы, допустим, либо все свои возможности по восьмерке, да, мечевая восьмерка, связаны руки, не может все возможности использовать, борется с кем-то. Но по итогу, смотрите, будет доволен. Значит, он в этой борьбе одержит победу. Это может вполне касаться работы, вполне. Это может касаться, конечно, и личной жизни, смотря за что там люди борются, но останется довольным, насколько видите. Так, еще несколько карт о нем, и мы дальше уже будем вас рассматривать. Так. Вы знаете, здесь вышла верховная жрица у него. Есть такое ощущение, что какая-то женщина, знающая, ведающая, возможно, даст ему большую какую-то силу, даст ему проблеск надежды. Я не удивлюсь, если ваш мужчина тоже, возможно, обращается к тарологам. Потому что, видите, обращается к тарологу и получает силу от нее. И вот это у нас идет свет надежды, озарение такое, понимаете, по этой карте. То есть либо какой-то есть у него друг, взрослая подруга, взрослая женщина, которая даст ему дельный совет. Да, может быть и мама, либо там подруга, старшая сестра, да, может быть, ну, по личной жизни скажет, да, хватит уже страдать, да, ты такой мужчина замечательный, тебе нужна новая женщина, в конце концов, да, хватит тебе уже мучиться с этим чудом, которое тебе досталось. Так что такое тоже может быть. Так, давайте теперь посмотрим. О мужчине мы немножечко рассмотрели. Давайте для вас дальше, ваши события дальше рассмотрим. Давайте. Ваши события, про любовь все понятно. Что в жизни вашей дальше еще будет? Так. Фортуна. Колесо фортуны поворачивается к вам. Вы знаете, вы получите какую-то информацию, которая развернет к вам удачу. Вот смотрите, у нас вышел здесь мечевой король рядом с вами. Человек, который обладает информацией. Мечи – это у нас воздушный знак зодиака. Это все, что связано с информацией. То есть какой-то мужчина принесет вам удачу, либо который решает какие-то проблемы. У него меч в руке. Этот человек может при власти быть. Либо человек при власти, при погонах, либо человек, обладающий, говорю же, информацией. Видите, даже как он прорисован. Видите, на фоне чего он сидит. Это как библиотека. Сколько всяких книг здесь разных. Это информация. Книги – это знание, это информация. То есть вы получаете огненное действие, активная женщина в контакте с мужчиной каким-то, что-то узнаете, и это что-то приводит к вас, к развороту в вашей жизни в плане удачи, в плане финансов, пофартит, что называется. Но не просто пофартит, да, а просто вам действительно кто-то что-то подскажет важное. Так, давайте посмотрим, с чем это тогда фортуна, с чем это связано. Возможности для вас открываются. Для вас откроются огромные возможности. И вы выйдете на стабильность, на пентаклевую шикарную стабильность финансовую. Смотрите, значит, если сейчас в вашей жизни появляется какой-то человек, это может быть ваш начальник, да, который очень много знает и может вам подсказать, куда вам двигаться, куда вам направляться, для того, чтобы вы все шансы взяли на своей работе, допустим. Это может быть кто угодно, любой другой человек, который вы точно знаете, что вы от него можете вот это почерпнуть информацию. Если вы занимаетесь каким-то частным делом, своим бизнесом, да, возможно, эту информацию вы вообще можете даже, не знаю, даже почерпнуть где угодно, хоть в интернете, хоть даже у своего конкурента, соперника, вот что-то посмотреть, как он делает, сделать по-своему, да, умнее, мудрее, красивее, талантливее к этому подойти, креативнее, да, и вот смотрите, куда вы выходите, получив эту информацию. Видите, да, маг возможности. Хочу и могу. То есть все, что хочу, могу добыть, могу сделать. Колесница у нас. Движение, активное движение, поворот какой-то в жизни, можно сказать, переворот, перемещение, опять же, переезд может показывать. И четверка пентаклевая, финансовая стабильность. То есть ничего не боюсь, все, что у меня есть, только приумножается, да, не боюсь никаких потерь, никаких бурь, никаких ураганов. Так, обратите внимание, кто этот мужчина, кто вам может это дать. Может быть, это какой-то человек, есть, который любит вас, да, и дает вам дельные не только советы, а и вообще продвигает вас. Так, дальше, что еще про вас? Давайте посмотрим. О, в императрицу входите. Вот так вот. Так, интересно. Скорее всего, здесь показано
как будто есть какие-то люди, которые когда-то что-то у вас взяли, умыкнули. Этим принесли вам какие-то трудности, которые вы благополучно разрешили. Либо, конечно, может быть показаны люди, которые сейчас есть вокруг вас, которые вот могут ту же информацию как бы уносить из-под носа, либо видя, как вы классно поднялись, да, воровать у вас ваши идеи, подсматривать что-то. Понимаете, что это значит? Это даже значит, может, предательство. Если, допустим, у вас там свое дело, к примеру, у вас работает какой-то человек, потом раз и переходит к вашему конкуренту, и еще там все рассказывает, все ваши фишки. Понимаете, что эта карта значит? И как будто вам это и трудно, может, допустим, принять или пережить, но в то же время десятка жезлов — это всегда окончание трудного пути. То есть на самом деле вы будете рады, если какой-то негативный персонаж в вашей жизни, который вас там предает, обманывает, да, что вы от него избавитесь наконец-то. Даже если вы прошли с этим человеком, возможно, допустим, долгий и нелегкий путь, тем не менее, то есть вы как бы освобождаетесь от чего-то негативного, и вы все равно остаетесь в плюсах. Императрица. Императрица — это у нас не шутка, это у нас женщина очень успешная, серьезная, богатая, довольная собой, руководящая другими людьми. Вы рассказываете, как жить, куда что поставить и как что делать. Смотрите, вы можете выйти в эту энергию императрицы, как в результате своих трудов, мы только что это видели, да, что там прорыв у вас идет, также и в результате, допустим, удачного замужества, вам там мужчина идет замечательный, возможно, с ним вместе или с его помощью, поддержкой, протекцией, да, выйдете вы в энергию императрицы, когда вы будете руководить, что там вокруг вас происходит. Так, ну, как видите, нигде не обходится, чтобы не было какого-то человека, который предатель, предает. Мы можем даже рассмотреть, кто это. Давайте бросим несколько карт. Это вообще-то кто? Ой, дьявол сразу вышел. Это женщина. Угу. Итак, смотрите. В качестве предателя, либо женщины, которая, вредничает, вредит, да, хотела бы принести вам какой-то урон, какой-то негатив, показана здесь женщина мечевая королева. Мечевая, может быть злая на вас, может быть ревнивая, да, ревнует вас, например, завидует, да. То есть, негативного действия дама. Дама может быть резкой, такой, способной на резкие поступки, резкие слова. Потому что, смотрите, рядом с ней кто выпал? Дьявол. То есть она на очень многое негативное способна, эта дама. Понимаете, вот рядом с вами такая, скажем, была, либо есть. Но она будет уходить из вашей жизни, видите, прекрасно, а вы остаетесь в энергиях императрицы. То есть она ваше благосостояние, да, то, чего вы там добились, добьетесь, она вам не нарушит. Но, конечно, такая дама, вы точно ее незамеченным этот эпизод не останется. Это вы, конечно, такую даму либо уже знаете, либо будете узнавать, будет вам открываться такая. То есть человек с такой, черной душой, скажем, способен на многое. Дьявол, видите ее, что ею руководит. Рядом с ней девятка жезловая. Вообще карта препон, препятствий, шлагбаума. Кстати, может показывать, что вы убираете эту даму из своей жизни, полностью блокируете, то есть нет контактов, чтобы она не видела, не знала, как вы живете, то есть блокируете в телефоне, там, в соцсетях и так далее. Также это напрямую может еще показывать то, что вы отдаляете этого человека просто от себя, да, выстраиваете вот этот барьер, через который она не может к вам прийти, как бы посмотреть, как вы живете, прекращаете общение, да, отрезаете человека, выбрасываете человека из своей жизни. Поэтому вот такая вот дама есть. Так, способна на многое, поэтому то, что вы ее отбросите как-то ее от себя, как это сказать-то, Господи, перекроете, да, доступ, скажем так, для вас это очень полезно и хорошо. Так, вот такая вот дама открылась, есть, оказывается. Окей. Дальше еще давайте посмотрим в вашей жизни какие-то события, может быть, касательно ваших родных и близких, что-то, да, вот, чтобы не только было про любовь. Так,
ваша жизнь, другие люди вокруг вас, которые есть, что у них происходит. Итак, вы знаете, у кого есть дети, скажем так, подросток и до юного, потому что рыцарь это не маленький ребенок, это уже такой подрастающий до юного. Здесь идет очень хорошая, открывается прекрасная дорога, связанная с обучением. То есть, если вы планируете, мечтаете, хотите, да, чтобы ваш ребенок или ваши дети поступили куда-то учиться, да, здесь идет карта победителя, шестерка жезловая, что у них получится именно обучение, скажем, либо переживаете, как сдаст экзамен, куда-то сдает там экзамен, до поступления, или уже, допустим, заканчивает кто-то. Вот именно с обучением что-то связано, все будет замечательно. Так, жезловый рыцарь, активный, молодой, да, скачет на коне, ищет себя в жизни. Все у него будет хорошо. Вот пока что так. Жизненные уроки он примет правильно, он будет правильные поступки делать, выводы из каких-то опытов своих жизненных, да. Все-таки карта победителя. Я спросила про родных. Это у нас понятно, что, скорее всего, взрослый сын. Простите, для кого-то может быть и взрослая дочь, потому что просто энергия, да, идет. Также, у кого нет детей, если у вас есть, ну, родной человек, например, брат, о котором вы очень переживаете, любите его, то это вполне может быть история о нем, конечно. Так, еще о ваших родных хочу посмотреть. Угу. Смотрите, если у кого-то с родными ссоры были, знаете, ссоры из-за чего? По-разному на мир смотрите. То есть, видите, семерка кубковая. У вас свои фантазии, мечты в голове. Вы знаете, чего вы хотите. Да? Люди, возможно, не понимали ваших планов, ваших мечтаний. Говорят, нет, у тебя это не получится, давай сделай-ка. Скажите, пожалуйста, ну, сделай то, что мы тебе советуем. Вот так вот. Опять же, возможно, проблемы связаны, например, с деньгами, да, там ты неправильно тратишь деньги, ты ими не умеешь распоряжаться, ты не умеешь там накопить или еще что-то, да, в общем, какие-то проблемы, скорее всего, связаны просто с мировоззрением, что люди по-разному смотрят на мир. Смотрите, идет впереди, по центру, центральная карта у нас карта мира. То есть здесь будет все-таки гармоничное такое принятие друг друга. И мир, воцарится мир в тех отношениях, где они были нарушены вот в связи с, ну, такими житейскими проблемами и непониманием просто друг друга и разным взглядом на мир и на жизнь. Так, что еще карта скажет? Давайте посмотрим для вас советы. Так, советы для вас от мироздания. Так. Так, жезловая семерка. Вы знаете, здесь вот показано какой-то будет такой момент, когда у вас будут высокие амбиции. Ну, к примеру, вы хотите купить автомобиль, да? На очень дорогой, там вообще крутой, классный денег нет. А какой-то другой, более попроще марки вы не хотите брать, да, потому что у вас есть амбиции. Вы вот хотите ездить на там, самом крутом автомобиле, как вы считаете. Здесь предупреждение, смотрите. Если вы поддадитесь своим амбициям, то есть амбиции, которые не соответствуют, допустим, на данном жизненном этапе вашим доходам, да, то может такое быть, что будет такая брешь финансовая, как бы дыра, да, момент безденежья. Поэтому здесь вам совет сесть по двоечке пентаклей, все взвесить, хорошенечко подумать, сделать правильный выбор, да, потому что вы можете как бы куда-то вляпаться именно из-за своих амбиций. Хотя прекрасно можно, да, купить автомобиль там немножко другой марки и прекрасно на нем ездить, и чтобы не было момента, что нет денег, да. Поэтому нужно будет подумать, это не обязательно автомобиль, это может быть что угодно, то есть вам нужно просто, тут такой совет идет от мироздания, да, соразмерять свои доходы, свои расходы. Не значит, что это речь идет о бедности. Нет, конечно. Может, вы хотите купить там самый дорогой автомобиль, какой только возможно, да. Но просто подумать о том, что, может быть, потом будет какой-то период трудно, скажем, восстанавливать свою стабильность. Дальше. Какой еще совет тут будет вам от мироздания, мои дорогие?
Так, итак, у кого-то идет счастливейшая встреча с человеком, с которым вы расставались. Восьмерка кубковая, карта ухода, когда кубки наполнены, да, то есть когда люди вот фыркнули, поссорились, что-то предъявили друг другу претензии и разбежались. На самом деле чувства есть, любовь есть. Были на паузе, не было общения, стоит все, человек без движения, застыл. Не вижу, не слышу, ничего не говорю. Все равно идет встреча. Четверка жезлов. Это очень счастливая встреча. Такая радостная, такая, ну, всепрощающая, можно сказать, когда люди простят друг другу какие-то ошибки и так далее. То есть, да, вот будет у кого-то именно, потому что людей же много смотрят, да, вот такая вот встреча. Смотрите. Чаще всего это, конечно, показана любовная встреча, но может иногда показывать и дружественную. Если вот друзья, подруги там так друг друга любили, так дружили, потом раз, что-то там не так, разбежались, а сами ужасно друг за другом и скучали все это время, понимаете? Поэтому тоже так может быть. Так, еще какие у нас тут будут советы от мироздания? Угу. Ну вот, смотрите, это, конечно, идет продолжение предыдущей линейки, потому что вот показан все-таки это мужчина, это император, который был на отдалении по карте отшельник, и который придет к вам с открытым сердцем, с горящим сердцем, люблю, соскучился, карта солнце, ты мое солнце, да, хочу быть с тобой, то есть у кого-то здесь показано возвращение все-таки мужчины. Но здесь, видите, он уходил любя. То есть, если эта ссора, понятно просто. Если же он уходил к другой женщине, и вы скажете, как же любя и уходил, ну, может, там была и магия. Тогда, если уходил любя, давайте проверим. Может, там, если именно к другой уходил, да, может, там была магия. Давайте посмотрим. А была ли магия, если уходил к другой женщине, а не просто ссора? Была ли магия? Так. Еще одна карта. Ой, десятку перевернула. Вы знаете, не скажу, что была магия. Если была другая женщина, то здесь была, знаете что, не магия, а вот работа. Вот работа какая-то над тем, со стороны дамы какой-то, работа над тем, чтобы его, то прекрасное, что у него есть в жизни с вами, да, с другой, вот это убить, чтобы закончить и вывести его к себе. Но это я пока не вижу, не вышла ни одна карта магии, чтобы его к себе притянуть. Но это могло быть, знаете, такие психологические вещи. Психологические вещи. Либо, не знаю, тут деньги вышли. Может, она его как-то привлекла какими-то возможностями большими. Вот сказала, ты будешь возле меня, и у тебя будет все там. Что уж она ему тут наобещала. Смотрите, пентаклевый туз, какие-то огромные возможности. То есть, если уходил к другой женщине, то здесь она его чем-то увлекла, притянула к себе. К чем-то, какие-то, ну, что-то ценное, понимаете? Какие-то шансы, либо прям ценности, да? Конечно, грош цена тогда такому мужчине, да, который ушел туда за какими-то ценностями. Но здесь не обязательно, говорю вам, показан мужчина, который уходил к женщине. Может, вы просто расстались, поссорились. В таком случае, хочу вам сказать, вот для тех, кто вы просто расставались, человек и страдался по вам, видите, десятка, просто дошел уже до края, думал о вас, можно сказать, с утра до вечера, видит вас любимой, кубковой королевой. Вот он к вам уже коня седлает, да? И, конечно, ваши отношения видит как огромный шанс, терять не хочет ни в коем случае. Вот, скорее всего, здесь показана история все-таки для тех, кто просто поссорился по какой-то либо причине, да? Не то, что уходил он к другой даме. Потому что если к другой даме уходил он, то там просто вот я не вижу, чтобы была магия. Там была, знаете, какая, если на то пошло, магия. Вот притянула просто к себе своим, ну, может быть, интимом, допустим. Понимаете? Воды очень много, а это вот чувство. Залюбила, что называется. Да? Тогда да, могло быть. Не магия, но другое. Когда там пылинки сдувала, допустим, с него. Такое, да, может быть.
Так что вот такое будет еще кому-то возвращение. Вот. Ну, мы там прекрасно видели нового короля, но для кого-то, да, людей же много смотрят. Важен человек из прошлого, он вернется, а вы там думаете. Еще несколько карт, и мы будем уже заканчивать. Так, дорогие мои. Угу. Ой, боже мой, прошу прощения. Итак, смотрите, что я вижу. Здесь какая-то борьба, заканчивается, будет борьба бесконечная и которая не приводила никого к победе. То есть, понимаете, да, это когда два человека там не любят друг друга, к примеру, на работе, и грызутся, и ссорятся, и подножки друг другу ставят, и конца и края нет, да. Вот будет заканчиваться вот такая вот вражда, даже скажу, даже не борьба, вражда. Заканчивается вот по 8 и быстро по 8 жезловой кто-то будет улетать в окно. Значит, такое ощущение, что значит будет человек как-то менять свою траекторию, да. Если на работе у вас такая вражда с кем-то была, может быть, человек берет и увольняется, переходит куда-то в другой отдел. Вот. Если по соседству вы жили, у вас вражда была, тоже вот что-то берет куда-то, уезжает или переезжает, что-то будет происходить, видите, и Паж жезловой об этом говорит, что какие-то начнутся активные движения, вот именно с кем у вас вражда, она будет испаряться каким-то образом. Вот, что-то будет меняться. Может, вы, в конце концов, куда-то переезжаете, да, к вашему новому мужчине, и вот больше не контактите с теми, кто приносит вам боль, огорчение, да, беду, так сказать, и больше нет этой вражды. Ну что, еще несколько карт, никак мы не успокоимся. Все, идем дальше, идем. Но действительно интересные, много интересного очень. Так. Смотрите, какой-то человек объявится, который вам должен. И долго он не отдавал этот долг. Он привезет и отдаст свой долг. Вот, он был в подвешенном состоянии, а еще повешенный показывает у нас жертву. Может, действительно он был в позиции жертвы. Ну, то есть, когда вот болел, допустим, не мог отдать, да, или там еще что-то с ним произошло. Ну вот, привезет денежки, и очень скоро по тузу жезлов он будет очень рад, что он отдал этот долг. И вы будете, конечно, рады. Либо вы давно не виделись, не общались, пропал куда-то человек, кто его знает, где он, да, поэтому подвешен на все. Ну вот, появится. Отдаст вам эту денежку, отдаст вам этот долг. Так. Смотрите, какой-то мужчина будет восстанавливаться после разрухи какой-то. Может быть, услышите, да, или ваш знакомый, ваш какой-то друг, ваш бывший, может быть, услышите, например, что в аварию попал. Но он точно с ним будет все хорошо. По 6 мечевой он выезжает оттуда, где плохо, приезжает туда, где хорошо. Ну, что такое башня? Ну, крушение, да. Может, узнаете, услышите о ком-то, что там бизнес у кого-то полетел, закрылся, да, но человек выберется, выкарабкается, да. Может, ваш знакомый, говорю, там брат, кто-то, кого вы знаете и кто вас интересует, да, будет как бы выкарабкиваться из каких-то потерь. Но это может показывать и реальную, например, аварию, да. Развод может показывать, да, как-то человек вот, ну, старое рухнуло все, и он уезжает из этого места, где уже все разрушено, и нечего там уже ни хранить, ни сохранять, ни беречь, и ничего такого. Так. Вы знаете, у кого-то идет вот судьба выйти из одиночества. Вот по судьбе идет выход из одиночества, особенно кто давно один, когда вот, ну, нет ощущения вообще, что жизнь идет, кажется, что все закончилось, ничего интересного не будет там любви, ничего хорошего, да, никто не обращает внимания, либо все, кто попадались, были недостойными, и уже и сама женщина никого не хочет. Смотрите, вы по судьбе выходите из этого одиночества, вот у нас идет мечевой туз мечом вверх, это огромная энергия, это страсть, это новое знакомство, новая жизнь, новые шансы огромные. То есть кто-то будет по судьбе выходить из одиночества. Вам будет встреча с другим человеком, который сделает вас счастливой. Смотрите, вы входите в какие прекрасные энергии.
Вы видите, вы входите в пентаклевую королеву. Это все-таки женщина довольна очень собой, своей жизнью, да, спокойно за завтрашний день. И очень часто показывает женщину семейную, да, потому что семейная обычно женщина не только, скажем так, о постели, там, ну, о любовных делах с мужчиной думает, а уже и о материальных, да. Так, работа идет, которая будет очень вас радовать, удовлетворять, вы будете довольны, отлично зарабатывать, еще и нравится эта работа. Вот так вот идет кому-то. Кстати, предыдущая линейка еще все-таки может показывать, конечно, и какую-то такую затянувшуюся бедность, да, потому что у нас не всегда только о чувствах. Мы можем еще читать эту линейку как то, что долги были, не было денег, не получалось заработать, да, в общем, все казалось, ну все, уже ничего не найду. И здесь, смотрите, вот линейка тогда очень прекрасная вышла у нас, пентаклевая линейка, и любовная, и пентаклевая. То есть выходите вы в какие-то прекрасные совершенно энергии, дорогие мои, из своего этого одиночества, из того, что было. Боже, смотрите, 2 десятки вышло в конце. Вы видите? 2 десятки, десятка кубковая, десятка пентаклевая. Обе карты семейные, которые говорят о благополучии, любви взаимной, взаимопонимании, о финансовом большом благополучии. Еще и король пентаклевый в конце выпал, девчоночки. То есть в любом случае, да, для многих людей этот расклад, в любом случае кто-то примет короля из прошлого, для кого-то это новый король. Но король, который будет о вас заботиться, вы вот пара идете, вы пентаклевая королева, он пентаклевый король, это уже союз очень крепкий.